Топил ли Степан Разин персидскую княжну? Или это всего лишь красивая легенда, пережившая своего героя? Народная версия известна каждому по старинной песне. Разин справляет свадьбу на осмоленном челне, гуляет с казаками, а те вдруг начинают роптать, мол, атаман после встречи с княжной переменился, стал мягче, растерял прежнюю удаль и охотничий азарт. Сам бабой стал, шепчутся за его спиной. Для вольного вожака такие слова хуже удара саблей. И тогда, чтобы доказать, что он по-прежнему тот самый Стенька, он хватает молодую жену и бросает ее в воды Волги, будто в дар реке-матушке за былую удачу. Сюжет мощный, драматичный, почти театральный. Но если отступить от песни и обратиться к источникам, картина начинает расплываться. Впервые эту историю описал голландец Ян Стрёйс. В 1670 году он находился в Астрахани, когда город оказался в руках разинцев. В своих воспоминаниях Стрёйс утверждал, что стал свидетелем сцены, где Разин в пьяном угаре утопил свою любовницу, плененную в бою персидскую княжну. Описания у него подробные, живые, будто увиденные собственными глазами. Вот только возникает закономерный вопрос, мог ли он действительно все это видеть? Сомнительно, чтобы случайный иностранец оказался посреди Волги, на одном судне с предводителем мятежного войска, да еще и наблюдал столь интимный и скандальный эпизод. К тому же значительная часть подобных мемуаров XVII века строилась на слухах и пересказах, а рассказ, переданный со слов, источник весьма ненадежный. Есть и более весомый аргумент – история с княжной не подтверждается ни одним официальным документом. Считается, что пленница была захвачена после морского сражения в Каспийском море, известного как «Бой у Свиного острова». Тогда казаки разгромили персидскую флотилию и захватили в плен Шабалду, сына адмирала Мамед-хана. Этот эпизод подтвержден исторически. Более того, сохранилась челобитная самого Шабалды, в которой он просит об освобождении. Однако в ней нет ни слова о якобы плененной вместе с ним сестре. И это важная деталь. Если бы дочь знатного рода действительно оказалась в плену, ее имя непременно фигурировало бы в документах, хотя бы в дипломатической переписке. К тому же трудно представить, чтобы девушку взяли на военный корабль, идущий в бой против опасного и непредсказуемого противника. Шабалда был офицером и командовал судном. В таких условиях присутствие родственницы выглядело бы крайне странно. В итоге перед нами красивая, драматичная легенда, идеально вписавшаяся в образ Разина как человека необузданной воли, способного пожертвовать всем ради своей свободы и авторитета. История звучит ярко, ее легко запомнить, она работает на миф. Но исторических доказательств того, что Степан Разин действительно захватывал и топил персидскую княжну, нет. А значит, скорее всего, перед нами не факт биографии, а народное предание, одно из тех, что превращают реального человека в героя эпоса.